На чемпионате мира 2023 в Сайтаме завершились соревнования мужчин-одиночников в произвольной программе. С итоговым результатом 301,14 балла Шома стал двукратным чемпионом мира. На утренней разминке перед произвольной программой у него много не получалось, о чем снова и снова твердили комментаторы, удивляясь, как же так утром не шло, а вышел и все сделал. На чемпионате мира 2019 в Сайтаме, на котором Шома оказался только на 4-м месте, то был год больших перемен, разочарований и поисков, когда очень много уже списали его в запас. Но именно 2019 стал тем рубежом, оттолкнувшись от которого Шома пошел вперед вместе со своим тренером Стефаном Ламбиелем, который в самый критический момент карьеры Шомы сам пришел к нему и предложил свою помощь. И сегодня, именно в Сайтаме, Шома вместе со Стефаном второй раз завоевали мировое золото. Стефан Ламбиель – это человек, который верил и верит в уникальный талант Шома больше, чем сам Шома, иногда верит в сам себя. В Сайтаме борьба в произвольной программе шла не на жизнь, а на смерть. Лед дымился, нервы сдавали, а силы внезапно откуда-то находились. Неожиданно великолепный прокат Кевина Эймоза и внезапный срыв Кигана Мессинга, от которого ждали, что он серьезно вступит в борьбу за медали. 5-е место Джейсона Брауна и 12-й результат по сумме Даниэля Грасселя, рискнувшего в ходе сезона сменить тренерский штаб. Ожидаемые 6 квадов Ильи Малинина приносят ему только бронзу. И лучший в карьере прокат Джунхван Ча, с которым он уверенно забирает серебряную медаль. На домашнем чемпионате мира сборная Японии положила себе в копилку 1-е, 5-е и 15-е место, которые завоевали Шома, Казуки и Сото Ямамото. А это значит, что и на следующем чемпионате мира Япония будет представлена 3 фигуристами. Шома в микс-зоне после победы в чемпионате мира сказал: «Я счастлив и испытываю облегчение. Я думал, что надо прокатить лучше, чем получалось на тренировке. И у меня получилось, кажется, прокатить так, как я не могу больше повторить. Думаю, мое выступление – это, как сказать, спасибо всем, кто меня поддерживал. Но я всегда хотел больше, чем просто результат. Я хотел бы пересмотреть свой прокат и подумать: да, мне нравится. Пока я еще не думал о будущем. Обычно в это время я уже думаю о следующем сезоне. Хорошие результаты пришли ко мне лишь 2 года назад. Сейчас я счастлив, но я думаю, что слишком сконцентрирован на результате. Лично мне это не очень нравится. Я всегда восхищался Дайски Такахаши, поэтому хоть раз я хотел бы создать такой перформанс, который мог сделать Дайски». Стефан Ламбиель на пресс-конференции сказал: «Сегодня я счастливый тренер. Я знаю это чувство, когда что-то идет не так, и сегодня это было самое сложное, с чем мы боролись. Я дважды становился чемпионом мира и мечтаю о том, чтобы Шома превзошел меня и стал бы 3-кратным. Я уже слушал много музыки на следующий сезон и хочу, чтобы Шома стал еще сильнее. Перед прокатом я сказал ему наслаждаться прокатом и хоть немного улыбаться. Он 2 раза подвернул лодыжку на прошлой неделе и на этой неделе получил еще один вывих. Физически он был в форме, стабилен, но борьба была на психологическом уровне. Конечно, с травмой нелегко прыгать сложный контент, но, конечно же, Шоме нужно 3 каскада, и мы будем работать над этим в грядущем сезоне». Шома на пресс-конференции сказал о своих соперниках: «Я должен сказать, что эти двое, я, конечно, не говорю по-английски, но каждый раз, когда мы с ними видимся, то всегда улыбаемся друг другу. И таким образом я думаю, что мы общаемся. Не то чтобы мы обсуждали какие-то глубокие темы или вообще о чем-нибудь говорили в принципе, но я чувствую, что они хорошие люди. Такие люди, что даже когда мы просто сидим рядом, мы всегда естественным образом улыбаемся друг другу. Я имел удовольствие кататься с ними на ледовых шоу несколько раз. И даже сейчас, после короткой программы, Малинин-кун, когда откатался, подошел ко мне и сказал: «Ты все сможешь». Он обеспокоился о моей травме. Конечно, мы все спортсмены, и мы здесь для того, чтобы соревноваться. Но это фигурное катание, а значит, мы боремся не друг с другом, а с самим собой. Я так считаю. Поэтому могу сказать, что эти двое – товарищи, с которыми приятно соревноваться. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!